Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 1 октября, вторник. Это неочередной или экстренный выпуск моей передачи сегодня. Как вы, наверное, догадались, он практически полностью будет посвящен атаке ракетной, которую предпринял сегодня Иран в отношении Израиля. Я наблюдал за этим событием по американским средствам массовой информации, по израильским телеканалам, которые смотрел прямую. Затем я прослушал брифинг в Белом доме, в частности, Джейка Салливана. Затем последовал брифинг в Пентагоне. Сейчас, видимо, с минуты на минуту должно начаться заседание военного кабинета Израиля, на котором, как ожидается, будут приняты очень важные решения. По большому счету, вопрос стоит так. То есть никто не сомневается, что ответ Израиля будет. Весь вопрос какой? То ли это будет мягкий ответ, как, скажем, в апреле месяце, ответ на предыдущую похожую атаку ракетами, дронами, крылатыми ракетами Ирана по Израилю. Или же гораздо более сильный, чрезвычайный удар, который может изменить очень резко ситуацию на Ближнем Востоке и во всем мире. И для этого, для второго удара, вот я смотрел на индикаторы, которые сегодня стали более-менее очевидны. То есть потенциал для этого второго удара чрезвычайно высок. То есть действительно регион находится накануне или, можно сказать, накануне таких событий, которых еще не было. Реально не было. Начну по порядку. Значит, после 7 октября, когда была совершена террористическая акция Хамас против Израиля, было понятно, буквально первые дни, первые недели, было понятно, что цель Израиля – это полное уничтожение террористических организаций, которые работают против него. Это Хамас и это Хезболла. Оставался открытым, вот лично для меня, открытым вопрос, что касается Ирана. Потому что, просто война конвенциальная против Ирана, учитывая, что страна, в общем-то, вооружена неплохо, и населения там много. Это такая трудная задача представлялась. С другой стороны, основная угроза Ирана для Израиля, для всего региона – это ядерное оружие. И в последнее время появились сообщения, и, собственно говоря, Иран намекал на то, что они имеют под собой основания. Сообщение о том, что у Ирана есть незадекларированное ядерное оружие. Сколько, в каком количестве, какой мощности – это 10-й вопрос. После того, как Иран в апреле прошлого года обстрелял Израиль своими ракетами, дронами, это как бы был месседж, что за нами стоит ядерное оружие, поэтому не боимся вот так вам отвечать. И у меня такое впечатление, что израильские военные принимали во внимание этот фактор, когда планировали последние акции. И я бы еще вспомнил, летом прошлого года сюда приезжал директор Моссада, затем министр иностранных дел, министр обороны. И это были такие чрезвычайные поездки, и они такие сопровождались экзальтированным сопровождением средств массовой информации, что вот-вот через неделю у Ирана будет ядерное оружие, и тогда все пропало, все кончено, надо бомбить сейчас. А потом это как-то так затихло и сошло на нет. А потом последовала вот эта террористическая операция и все такое. Накануне, к сегодняшнему дню, у меня такое впечатление, что Израиль, его спецслужбы военные после 7 октября, которое явилось провалом, конечно, для израильских спецслужб, для военных, но они быстро оправились и запланировали и провели блестящую серию операций, которые, часто говорят несведущие люди, которые не знают, что это такое, насколько это утопично, многоходовочка. Так вот, это действительно была многоходовочка. В разведке в этой сфере их не любят, потому что каждая операция, каждый элемент содержит шансы для провала этой операции. А если она многоходовочка, то, как правило, шансов чем больше
ходов или звеньев в этой многоходовочке, тем меньше шансов, что она осуществится. Но вот мы имеем дело реально с историческим событием. То есть это была многоходовая операция, которая завершилась, ну, нельзя сказать, что она совершилась, но пока все идет блестяще. Ну, во-первых, был уничтожен лидер Хамаса Хани. Как вы знаете, это произошло в Тегеране. И Иран за это до сих пор не отплатил, хотя по царящим там нравам он должен был это сделать достаточно быстро. Потом последовало уничтожение, ликвидация другого террориста, это, по-моему, уже одного из лидеров Хезболлы, произошло в Бейруте. Затем пошла блестящая, невиданная доселе операция с пейджерами. Израильские представители еще называют операцию с тиктоками. Ну и в результате всего этого, и все это было успешно, и все это было на грани фантастики, было уничтожено фактически все руководство Хезболлы, то есть она была обезглавлена. Вот примерно так, как в Украине, к сожалению, в начале этого года, в феврале, было фактически обезглавлено ВСУ. Ну и было ликвидировано примерно 50% боекомплекта и ракет, которые, как считалось, находятся в распоряжении Хезболлы. Вот такая многоходовочка, в результате которой соотношение сил резко изменилось. А соотношение сил таково: с одной стороны, Израиль один, вместе с Соединенными Штатами и некоторыми союзниками, как Великобритания, на Ближнем Востоке небольшое количество, скажем, Иордания, которая сегодня участвовала в операции по отражению ракетного нападения Ирана. Так вот, с одной стороны, Израиль с небольшим количеством союзников, а с другой стороны, это Иран вместе с своими террористическими прокси, такими как хуситы. Но главное, это все-таки была Хезболла, затем Хамас. И вот они должны были действовать в связке. Без Хамаса, без Хезболлы. Но, как мы увидели, сегодня даже хуситы признаков жизни особых не подавали. Как-то так выстрелов с их стороны замечено не было. Оставался Иран, просто Иран. И надо сказать, что аналитики оценивали положение Ирана как слабое. Вот в результате этой многоходовочки израильтян. Слабое, потому что он оставался, теперь он один, фактически на один, вот с коалицией Израиля и его союзниками. По этому поводу высказывались даже российские эксперты. Есть среди них, их немного, потому что там большинство из них превратилось в пропагандистов. Но есть люди такого зрелого, я бы сказал, возраста, которые связаны были всегда со спецслужбами. И это люди, ну, действительно профессионалы, которые вышли уже из того возраста, когда главное прогнуться перед начальником и лизнуть ему какое-то место. Так вот, они высказывали такое мнение, что скверная ситуация у Ирана, и скверно это плохо для России, потому что это ближайший союзник. Ну, одним из проявлений вот этого скверного положения Ирана явились предложения недавно избранного президента Ирана Западу по поводу возможности возобновления ядерной сделки, нормализации возможной отношений и в результате этого снятия санкций с Ирана, которые позволят бурно развивать экономику до плюс 8% ВПК прироста в год. И вот, значит, на этом фоне и происходила сегодняшняя операция. Еще, скажем так, 2 дня назад никто, ну, во всяком случае, в публичном пространстве об этой, то есть ждали эту ракетную атаку, ждали какой-то ответ, но что это будет вот такая массированная атака, никто, в общем-то, даже не заикался. Она стала практически неминуемой, когда пару дней назад стало известно, что армия Израиля планирует пересечь границу с Ливаном и вторгнуться внутрь Ливана на расстояние 20-30 километров, возможно, до 90. По этому поводу российские вот эти аналитики говорили, ну что такое 20-30? Наверное, даже 90 мало, надо уж двигать, если будут двигать, то, скорее всего, будут двигать до конца, вот туда, где расположены основные силы Хезболлы и основные их ракеты, которые могут достичь центра Израиля, в том числе, значит, Тель-Авива. То есть
принятое решение о вводе сегодня, о начале операции по вводу войск Израиля в Южный Ливан сделало ответ, вот этот долгожданный ответ ракетный Ирана практически неизбежным. Когда я им вчера рассказывал об этом принятом решении, о том, что ожидается операция в Южном Ливане со стороны армии Израиля, вы, наверное, обратили внимание, во всяком случае, я сделал так, чтобы вы обратили внимание. И с одной стороны, американцы говорили, что они ничего об этом не знали, их никто не ставил в известность, вернее, только вот буквально за 5 минут, как обычно, израильтяне поставили американцев в известность, а до этого американцы ничего не делали, то есть не знали, но уже несколько дней назад, как был отдан приказ министром обороны Остиным, чтобы еще одна авианосная группа с Норфолка двинула туда, в Средиземноморье, о том, чтобы силы Соединенных Штатов в этом регионе были проведены в боевую готовность. То есть американцы ничего не знают, им израильтяне ничего не говорят, якобы, но в это время уже проходит колоссальное укрепление американского контингента в этом регионе. Понятно, что все знали, все координировали, но на этом я остановлюсь дальше, в конце. То есть перед лицом вот этого неминуемого вторжения армии Израиля в Южный Ливан Ирану уже нечего было терять, и он должен был ответить был из-за Хани, из-за этого второго лидера Хизбаллы, уничтоженного в Бейруте, из-за операцию ТикТок, из-за операцию Пейджер, и все это вместе аккумулировалось, все ждали, когда же это, ну вот теперь уже деваться было некуда. То есть сегодняшняя атака Ирана была неизбежной. Теперь у меня было полное впечатление, что вот я смотрел это прямые трансляции израильского телевидения, и такое впечатление, что израильтяне знали практически все. Ну а потом через час, через полтора был брифинг в Пентагоне, где генералу Райдеру был задан прямой вопрос. Вопрос звучал так. Есть сведения, что накануне Иран сообщил о своем ударе неминуемом Соединенным Штатам и России. Ну, генерал, как всегда, ушел от ответа, сказал, по этому поводу я ничего не знаю, но мы на всякий случай готовились, поскольку, значит, наш ближайший союзник Израиль, на карту была поставлена его безопасность там, и так далее. Ну, а о том, что Соединенные Штаты и Израиль знали многое, это можно было увидеть, ну, прямо по прямой трансляции израильского телевидения. То есть происходило все как спектакль. Вот черное темное небо ночное над Израилем. И тут как вот третий звонок перед началом спектакля. Бзз! Народу рекомендуется срочно пройти в бомбоубежище, иначе начинается атака. И буквально через несколько минут все замелькало, эти огоньки, начался, значит, взрывы в небе, там появились сотни этих огней, то есть видно было, что идет реально массированная атака. В общей сложности потом насчитали 180 от 180 до 200 ракет, причем это все были баллистические ракеты. Это была более мощная атака, чем та, которая была в апреле. Там принимали участие дроны, крылатые ракеты, которые летят медленно. На этот раз только баллистические, которые летят 12 минут по подсчетам. И вот идут взрывы, значит, сначала была информация, что якобы по зданию Моссада выстрелили, потом еще вроде куда-то там в Тель-Авиве появились, потом опять, как в спектакле, как в театре, звонок бзз, выходит представитель IDF, это силы самообороны Израиля, то есть еще огоньки эти летающих ракет или обломков, они еще не потухли, они в небе над Тель-Авивом, а он уже говорит, атака закончена, всем разрешается выйти из убежищ, но соблюдать осмотрительность. То есть простая мысль о том, что вот сейчас они выйдут, а через 15 минут какая-нибудь шальная ракета неожиданная, вот еще раз прилетит и упадет как раз в эту толпу выходящих. Представителю израильской армии даже не приходило в голову, потому что он знал точно, что такой ракеты не будет. Абсолютно не будет. Ну и действительно, то есть такое впечатление было, что это было так же разыграно, как в апреле, накануне, значит, в апреле месяце, когда оказалось, что Иран предупредил о предстоящей атаке, и американцы и израильтяне знали, когда она начнется, куда будут лететь эти ракеты, для того, чтобы, значит,
Израиль, США, тогда еще Великобритания помогала, чтобы им было легче настроиться на поражение соответствующих целей. Но на этот раз они справились великолепно. Несмотря на то, что это баллистические ракеты, всего 12 минут лететь, поражены были практически все, то есть это было полное, как они сказали, поражение атаки. Она оказалась совершенно неэффективной. Все было сбито. В этом принимали участие 2 американских эсминца с управляемыми ракетами. Иордания, как я сказал, помогла уничтожить, или, может, она не пропустила через свое небо, я точно не знаю, но она принимала участие в отражении этой операции, в поражении этой операции Ирана. Никто не пострадал, не было даже раненых, и не был поражен ни один стратегический объект. То есть, просто стопроцентная уникальная эффективность со стороны Израиля, Соединенных Штатов Америки. Там были погибшие, 8 человек погибло и 7 было раненых, но это не от этого ракетного обстрела, а от террористического акта. Там 1 или 2 террориста, еще полной информации об этом нет до сих пор, во всяком случае, я ее не видел. По-моему, в населенном пункте Джерико они устроили перестрелку, и в результате были погибшие и раненые. И я наблюдал, главным образом, мне было интересно наблюдать за теми аналитиками, которые выступали по израильскому телевидению. На их лицах было полное спокойствие, полная уверенность, что все будет хорошо. И главная мысль, которую я уловил тут же, то, что будет ответ, мы ответим. Но главная мысль. Сложилась наиболее благоприятная обстановка для того, чтобы покончить с ядерным потенциалом Ирана. То есть вопрос, будем наносить удар по ядерным объектам или нет. Вот и приехали. А один даже сказал, что Иран попал в западню. То есть его втащили в западню, учитывая, что мы имеем дело с войной с терроризмом, а война, как говорится, на войне, как на войне, устроить западню врагу – это не только позволительно, но это и доблесть, это военное искусство. И если посмотреть на то, как это все было делано, учитывая эти слова аналитика, действительно, так оно и было. Кстати, после этого, как только закончил, даже, как я бы сказал, еще не успели потухнуть огоньки от падающих обломков в небе Израиля, как уже вышел представитель IDF и сказал, что уже все закончено, можно выходить, все будет хорошо, сейчас мы соберемся на заседание военного кабинета, у нас есть план, и мы примем решение. И тут, буквально несколько аналитиков, чуть ли не в один голос, упомянули ядерную программу Израиля. То есть, если взять совокупность этих всех обстоятельств, о которых я сейчас вам рассказал, Иран наконец-то нарвался. Он долго мутил воду в этом регионе, разводил там, создавал своих прокси, инвестировал огромные деньги в их создание и укрепление, играл в геополитические игры, влез в агрессию России против Украины, начал играть в игры в международном масштабе в составе оси зла. И до сих пор, наконец-то он доигрался, судя по всему. И теперь его судьба, по большому счету, зависит от, сами понимаете, от того решения, которое сегодня будет принято на заседании Кабинета министров Израиля. Теперь, важный вопрос, на котором хотел отдельно остановиться. Сотрудничество Соединенных Штатов и Израиля является хорошим примером, о котором я говорю уже несколько месяцев, но в украинском политикуме почему-то до этого никак не могут додуматься. А суть сотрудничества состоит в чем. Обратите внимание, что происходит. Официально Израиль ни о чем не предупреждает Соединенные Штаты. США не знают, что планирует Израиль, что он планирует какие-то страшные операции и так далее, с тиктоками, с пейджером или
собирается наносить удар по целому кварталу, где там находится, как предполагается, все руководство Хезболлы. Но потом, когда начинается заваруха, Соединенные Штаты уже там укрепленные силы, значит, в состоянии повышенной боевой готовности, подтянуты 2 авианосные группы, стоят там эсминцы, кучу самолетов туда нагнали, все готовы, хотя ничем не предупреждали. Потом, значит, происходит вот это отражение успешное, как они говорят, поражение нападения. Они говорят поражение, не отражение, а поражение нападения, причем блестящее, успешное, 100%. И когда у американцев спрашивают на брифинге, а как там вот вы, они говорят, а что? Там, да, вот сегодня конкретно был задан вопрос на брифинге Джейка Салливана. Говорят, а что вот вы говорите, Иран эскалировал ситуацию, а Израиль за вот прошедшие полгода, он никак не эскалировал ситуацию. На что представитель, значит, Белого дома, а потом и генерал Райдер в Пентагоне говорят, ну а что? Разница между Ираном и Израилем огромна. Потому что Иран – это спонсор терроризма, террористы нападают на Израиль, Израиль – жертва этого терроризма, имеет полное право сопротивляться. Но вот что он и делает. А вы как? Ну, мы считаем, что они имеют полное право. Все, вопрос закрыт. У него не спрашивали, а как вот вы дали разрешение, не дали. Никто не говорит об этом, даже не поднимает об этом вопрос. Вот я месяцами об этом говорю, ссылаясь на конкретные там отрезки времени, когда у украинского руководства в течение долгих месяцев была возможность, у них были ракеты дальнего радиуса действия, ну, дальнего радиуса примера имеется в виду там, до 300 и больше. И они могли бы делать то же самое. Но вот Израиль может это делать. А вот, то есть там речь-то идет о чем? Гордое государство Израиль пользуется помощью Соединенных Штатов, иначе бы это было бы трудно. Но они за свои действия берут ответственность на себя. Они не пытаются спихнуть это на Соединенные Штаты, потому что не могут Соединенные Штаты взять ответственность за себя во всем земном шаре. У них сейчас своих, дальше некуда проблем. Дай бог проехать эти выборы предстоящие президентские. А вот во взаимоотношениях американского руководства и украинского руководства вот все происходит многие месяцы перетягивания каната, суть которого кто возьмет на себя ответственность. Так хорошо бы, чтобы рыбку съесть и ответственность не разделить, чтобы за тебя кто-то ее взял. Не всегда это получается. Поэтому хорошо бы наконец-то взять на вооружение вот этот израильский вариант и побольше тумана войны. Не надо выяснять до конца отношения, там, кто какую долю ответственности, делить ее на проценты, на части и так далее. Нужно делать так, как вот поступают Соединенные Штаты и Израиль. И тогда никто ничего не скажет. Потому что говорить нечего, потому что в одном случае прав Израиль, поскольку он жертва агрессии, то есть жертва нападения террористов с другой стороны, в другой ситуации полностью права Украина, поскольку она жертва агрессии, имеет все права, согласно уставу, хартии Организации Объединенных Наций. Вот такая, господа, сейчас ситуация сложилась. Ждем, когда многие из вас завтра проснутся, это те, которые сегодня не увидят это видео, они, наверное, смогут услышать уже о результатах заседания военного кабинета Израиля, о тех решениях, которые там приняты. Не исключаю, если так уже совпадает мнение реальных российских аналитиков, ну и те сигналы, которые из Ирана поступают о состоянии дел там, и высказывания израильских аналитиков на телеканалах страны, то, может быть, это самый лучший, уникальный, можно сказать, случай сейчас наступил в результате целой серии блестящих многоходовых операций израильских спецслужб и вооруженных сил, когда можно решить вопрос с ядерной программой Ирана. Уникальный случай. Но еще говорят, что в результате вот тех событий, то есть вот этой серии уникальных успешных операций IDF и израильских спецслужб, Нетаньяху, рейтинг его взлетел, все, что он делает до сих пор, делает успешно, но в этом он лично заинтересован, вы знаете, по каким причинам, по таким же причинам, почему Дональду Трампу так необходимо быть избранным для него лично на этих президентских выборах. Поэтому это говорит еще, то есть это еще
один фактор, который может сыграть за то, что будет принято очень радикальное решение о нанесении ударов, о уничтожении ядерной программы Ирана. Если это происходит, что мы будем иметь в виду? Ну, конечно, хаос, неразбериха, все внимание туда. Уже есть проблемы на международных рынках вооружений, уже мало комплектующих, большие проблемы у них. Это даже для западных стран, даже для Соединенных Штатов и других союзников Украины. Для России это колоссальные проблемы, уже гораздо хуже, чем для Украины будут в комплектующих и так далее. Но если эта операция Израиля и союзников происходит успешно, Иран теряет свою значимость, вот как она имеет сейчас и до сих пор, как союзник России, как поставщик большого количества оружия России. Вместо сильного, эффективного союзника, во всяком случае в поставке вооружения, он превращается в больного, который, ну, учитывая, что в России ситуация не ахти, то есть ему надо поддержка, а не какой-нибудь хромой инвалид, которого нужно, наоборот, на своих плечах куда-то тащить. То есть в ближнесрочной перспективе это может быть какая-то проблема стать для Украины и союзников, но в среднее и дальнесрочное это может быть, наоборот, хорошо для тех военных действий, которые проводит Украина против агрессора. Вот, собственно говоря, что я хотел сказать в этом внеочередном или чрезвычайном сообщении. Как всегда, слава Украине и вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. А вам, дорогие друзья, выдержки, мужества и твердой веры в свою победу. До новых скорых встреч.